Всем привет! С вами инженер-электрик Якимов Игорь. Как и обещал ранее, рассмотрим умный электросчетчик. Образцом будет многотарифный электросчетчик Pulsar. Полное название вы видите на экране. Умный счетчик и называется умным, так как он имеет много дополнительных функций по сравнению с обычным электросчетчиком. При этом набор дополнительных функций умных электросчетчиков бывает разным. Мы будем рассматривать, что может данный электросчетчик и чем он может быть интересен для потребителей и энергосбыта. А техническую информацию вы найдете по ссылке в описании. Если вам интересно видео про электрику и не только, то подпишитесь на канал. Буду благодарен вашим лайкам и репостам. Итак, приступим. Это многотарифный однофазный электросчетчик электрической энергии, который измеряет как активную, так и реактивную электроэнергию. Класс точности измерения активной электроэнергии составляет единица, а реактивной электроэнергии – двойка. Счетчик может считать в 4 тарифных зонах. Причем можно отдельно настраивать рабочие, выходные и праздничные дни. При выборе электросчетчика следует учитывать маркировку. На слайде приведена расшифровка маркировки. Согласно ей, данный счетчик имеет датчик тока в фазном и нулевом проводе. Это одна из степеней защиты от воровства электрической энергии. При неравенстве токов по этим двум датчикам подсчет идет по датчику с большим током. На жидкокристаллическом индикаторе появляется значок с восклицательным знаком. Данный счетчик требует правильного подключения, иначе он может давать неправильные показания. О правильном подключении электронных счетчиков я рассказал в другом ролике «Почему врет электронный счетчик». Ссылку найдете в описании. Дальше в названии 1/2. Это означает класс точности. Единица по активной электроэнергии и двойка по реактивной. Дальше 5 ампер номинальный ток электросчетчика, 60 ампер максимальный. Не применяйте счетчик при токах выше максимального. 1,5 это интерфейсы счетчика, соответственно RS485 и оптопорт. Интерфейс RS485 позволяет внедрить электросчетчик в автоматические комплексы передачи электроэнергии. Это позволяет получать данные электроэнергии дистанционно в диспетчерском пункте, а также дистанционно им управлять. Оптопорт позволяет настраивать электросчетчик без непосредственного подсоединения к нему через устройство сопряжения пайка лучам. Тройка в названии означает, что он имеет жидкокристаллический индикатор, который может работать в диапазоне от -20 до +60 градусов. Последняя единичка обозначает, что электросчетчик имеет встроенное реле. Это реле может выполнять 4 функции. Электросчетчик можно настроить, чтобы он отключал электроэнергию при перенапряжении. Полезная функция, но реле напряжения она не заменит. Еще можно настроить, чтобы он отключал электроэнергию при превышении мощности или при превышении потребленной электроэнергии. Это уже полезно энергосбыту. И последняя функция. Это дистанционное отключение электроэнергии с диспетчерского пункта. Как сейчас происходит отключение потребителя от электроэнергии? Потребитель не смог или не успел оплатить электроэнергию. Приходит электрик ЖЭКа и отключает электроэнергию, внося разрывы в электрическую схему счета, чтобы потребитель не смог включить электроэнергию самостоятельно. Но потребитель ищет знакомого электрика, который устраняет эти разрывы и продолжает пользоваться электроэнергией. Потребитель все же старается побыстрее оплатить, чтобы энергосбыт целиком счетчик не снял. Даже если потребитель не стал искать электрика и сразу оплатил,
то он должен ждать, пока его подключат снова. Иногда это может занимать 1-2 дня. Но данным счетчиком можно управлять дистанционно. Не обязательно присылать электрика для отключения и подключения электроэнергии. Можно настроить систему, чтобы она автоматически отключала потребителя при определенной задолженности и подключала сразу после оплаты. Клиент не может самостоятельно восстановить подачу электроэнергии с помощью знакомого электрика. Это можно сделать только в обход электросчетчика. Это уже воровство электроэнергии. Штрафы при этом огромные. Данный электросчетчик может считать электроэнергию в 4 тарифных зонах. При этом можно настроить отдельно будни, выходные и праздничные дни. Если у вас будут меняться тарифы, то можно запрограммировать их заранее и поставить время, когда они вступят в силу. И электросчетчик перейдет на них в нужное время без вашего участия. Изначально счетчик запрограммирован на 2 тарифные зоны. Настройки по умолчанию вы видите в таблице. Настроить тарифные зоны могут только квалифицированные специалисты через оптопорт или интерфейс RS485. В составе автоматизированного комплекса распределения электроэнергии это можно сделать дистанционно. Также этот счетчик можно использовать для контроля качества электроэнергии. Он ведет 3 отдельных журнала – часовой, суточный и месячный. Показатели вы видите в таблице. Эти журналы иногда используются в судебных спорах между потребителем электроэнергии и энергосбытом. Кроме того, счетчик ведет журналы по 23 типам событий. Каждый тип события может хранить до 24 событий. Каждая запись события включает начало, конец и статус события. При этом можно разделить на критические события, их вы видите на слайде, события по качеству сети и прочие события. Журнал событий могут использовать хозяева производств, чтобы контролировать потребление электроэнергии в нерабочее время. Они могут обнаружить, когда его рабочие тратят электроэнергию для халтур в нерабочее время. Но получить эти журналы могут только специалисты через интерфейсы RS485 или оптопорт. В данном электросчетчике для защиты от кражи электроэнергии используются 2 уровня паролей доступа. Датчики магнитного поля и вскрытие электросчетчика. На некоторых моделях есть еще датчик вскрытия клеймной крышки. Все вмешательства в работу прибора фиксируется в журнале событий. Характеристики счетчика приведены на слайде. Следует выделить, что межповерочный интервал у этого счетчика 16 лет. Средний срок службы счетчика 32 года, а также сохранность данных при отключении счетчика 32 года. Давайте подключим электросчетчик. По умолчанию он показывает совместно потребленную электроэнергию по 2 тарифам, затем отдельно по тарифу 1 и по тарифу 2, а потом текущее время и дату. Они меняются на индикаторе каждые 5 секунд, но настроить можно гораздо больше показателей. Полный список возможных показаний вы видите в таблице. Это могут настроить специалисты с помощью соответствующего оборудования. Электросчетчик подключается по стандартной схеме, которая приведена на слайде. Счетчик имеет 2 силовых входа и 2 силовых выхода. Это фазный вход-выход, это нулевой вход-выход. А также есть 4 вывода для подключения интерфейса RS485. Для крепления каждого провода используются 2 силовых винта. Это позволяет улучшить надежность соединения. Подключить можно силовые провода диаметром до 7,5 мм, а провода интерфейса до 2 мм.
Счетчик ставится в сухом месте в боксе на DIN-рейку. При подключении нужно следить, чтобы входное напряжение не превышало 265 вольт. И ток потребления не превышал предельно допустимый. В нашем случае это 60 ампер. Вдобавок, следует проконтролировать сохранность пломб и отсутствие дефектов в корпусе счетчика. Подробнее об установке и замене электросчетчика я рассказывал в другом ролике, ссылку найдете в описании. Подведем итоги. Я считаю, главное преимущество этого электросчетчика – это наличие журнала «Качество электроэнергии» и журнала «Событий». Выписка из этих журналов может использоваться в судебных спорах между энергосбытом и потребителем, между арендатором и арендодателем, а также позволяет снизить расход электроэнергии на производстве. Счетчики можно очень гибко настроить подсчет электроэнергии по тарифным зонам. Достоинством является возможность встроить электросчетчик в автоматизированную систему распределения электроэнергии. Это полезно энергосбыту, так как он может сократить количество обслуживающего персонала. Да и управление распределением электроэнергии будет очень прозрачно. Но следует учитывать, что настроить электросчетчик и посмотреть журналы внутри можно только с помощью специального оборудования, которое есть у профильных специалистов. Если у вас возникли вопросы, пишите в комментариях или задавайте их производителю. Ссылку на сайт производителя я оставил в описании к видео. Подпишитесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики по электрике и не только. Буду благодарен вашим донатам и лайкам. Они стимулируют меня продолжать работать над каналом. Поделитесь видео с друзьями. До встречи в новых и старых видео.